Я уверен, что все счастливы. Кроме той девушки, которая Начнем. Рада вас приветствовать в отделе современного искусства Российского художественного музея. У нас сегодня очень интересная лекция и очень интересный формат, который предлагает не останавливаться на лекции, а двигаться дальше. Сегодня мы слышим о проекте Paratissima, и на самом деле у этого проекта очень длинная история, и длинная история, как мы к этому шли. В принципе, я вижу здесь и новые лица, и наших постоянных посетителей Отдела современного искусства. И постоянные посетители, следящие за нашими событиями, знают, что мы обращаемся к теме города, мы уже давно исследуем взаимодействие города и искусства, как горожане, в том числе и художники, и не художники, мыслят о городе, мы изучаем его. И сегодня, собственно, еще один яркий пример того, как с помощью искусства можно трансформировать пространство. И хотелось бы сегодня представить вам основателей и продолжателей проекта Paratissima. Уже 12 лет в Турине проходит фестиваль Paratissima, проект, который изменяет город с помощью искусства. И более подробно, конечно, расскажут спикеры сегодня об этом. Я хотела бы их сегодня представить. Это Дамиана Алибранди. И Лоренцо Джерман. Доброе утро. вечер. Да, чтобы понимать, как сегодня, в принципе, ребята приехали в такой экстремальный холод, и с утра у них была уже встреча с мэрией, то есть уже на уровне мэрии решались вопросы, как проводить фестиваль у нас в городе. И на самом деле мы знаем, что у нас есть проблематичные пространства, пустующие в городе, и Paratissima является ярким примером того, как через искусство, через такие активности город начинает изменяться, трансформироваться в лучшую сторону. И, собственно, об этом будет лекция. Я хочу просто добавить, что после того, как летом мы запустили городской проект на территории, которая находится возле лагеря, там будущее или непонятно что итальянский парк, это как бы мы поехали в Турин, я поехал в Турин и поехал в урбан центр, городской центр, который занимается все такие городскими проектами. И я встретился с директором, и они пригласили на встречу тоже Дамиана и Лоренцо, и оттуда как все пошло, мы начали говорить, и я начал рассказать о том, что мы делали, о том, какой город Тольятти, им стало интересно, потому что это Тольятти, они из Турина, понятно, есть историческая связь. Еще им стало интересно, как люди себя здесь творят. Да? И то, что я хочу сказать, это у нас, не знаю, кто еще уже был, но у нас постоянно, скажем, уже год приезжают художники, фотографы, архитекторы из разных городов российских, Москва, и из разных стран. Да? Здесь был художник из Австрии Ханнес Цебель, потом приехал фотограф из Италии Роберто Конте, и еще архитектор из Норвегии. Это значит, что в принципе в городе есть ценности, и людям интересно посмотреть на этот город. Другой вопрос может быть о том, какая идея города есть в администрации, в мэрии, что нужно показать, что нельзя показать. Но в принципе интерес есть. И то, что мы пытаемся делать, и то, что
мы пытались сделать, когда пригласили гостей из Турина, это просто как бы показать жителям, что если мы смотрим другим образом, другими глазами на город, можно все вместе как трансформировать, переосмыслять. Это город, у которого есть история, похожая на Турин, где Фиат ушла, Фиат переехала в другие страны, где стоимость работы дешевле, и они начали думать, как город дальше двигается. Это процесс, который в Тольятти в этот момент происходит и должен, на наш взгляд, развиваться. Поэтому, я не говорю, это самый хороший и отличный город в мире, нет, это далеко от этого, но есть потенциал, есть повествование, которое нам нужно пользоваться для того, чтобы развивать себе и город. Поэтому, было бы, просто круто, интересно, если, допустим, после лекции, после того, что ребята будут рассказать, вы вернетесь домой и думаете, почему они не поехали в Москву. Да? Стрелка, там есть разные институты, которые занимаются этими делами, они сюда решили поехать. Это уже много для нас, которые пытаемся развивать эту тему. Спасибо. Сейчас передам слово Дане. Bye. Thank you very much. And to start off, I would like to thank you for the invitation and the opportunity we have now to provide a description of what we do and why we do what we do. И Дамиан хочет начать с благодарности за то, что есть возможность рассказать о том, что они делают и почему они это делают. I'm the president of a cultural association. Its name is ILDA. ILDA means Young People for Local Development Association. Дамиан является президентом организации ИЛДА, которая Young people, people with not age. Да, которая объединяет молодых людей. Okay. And our mission is with the association and with Lorenzo, who is one of the founder and the director of Paratissima. И наша миссия вместе с Лоренцо, одним из основателей и активных участников Paratissima. And Paratissima is one of our projects as association. И Paratissima это один из проектов организации ИЛДА, чтобы все люди могли жить. The idea is we have to bring art to people living in Torino. Not art for tourists, but art for citizens first, and then for tourists. И идея в том, чтобы вынести искусство на улицу, и в первую очередь для жителей Турина, ну и для туристов тоже. Но именно акцент на том, что для жителей. Here are some pictures of these artworks. You see that they were set up in a public space, giving people the opportunity to see and touch and interact with them. И здесь вы видите фотографии этих проектов, которых люди могут видеть, взаимодействовать, потрогать и просто жить рядом с этими произведениями. Yeah. So, Torino has rapidly turned into an open-air museum because of the presence of different and a lot of artworks widespread in the city. И Торино сейчас превращается в музей под открытым небом, потому что по городу много инсталляций, которые... And citizens started to think about their city, not only as one company or industrial city, but as an artistic city as well. И жители начали думать о городе не только как о индустриальном центре, но и как о художественном центре. Another important artistic project was the one led by another cultural association in Turin.
whose name is Il Cerchio e le Gocce. Еще один проект в Турине, который, An association. который начала еще одна организация, которая называется Кругл и слиз. Il Cerchio e le Gocce. Круг и слиз. Слеза, которая называется «Круг и слеза». Is an association of street artists from Turin and from other parts of Italy. Это ассоциация уличных художников из Турина и из других частей Италии. And they organize a specific festival every year for different years, during which they called a lot of artists, street artists from everywhere in the world. И они организуют фестивали каждый год, в которых участвуют уличные художники со всего мира. To use the walls of the city and to transform the walls in art, in artwork. Чтобы, и они используют стены домов, чтобы превращать их в художественные объекты. And by this festival, there were made about 100 street artist artworks in Turin, in different parts of Turin. И таким образом появилось около 100 объектов искусства, уличный стрит-арт в Турине. Especially this was a specific project from a street artist whose name is Milo. Это был особенный проект от художника, который зовут Мило. In a specific quarter in the north of Turin, very problematic. На севере Турина, который считается проблемным районом. And each artwork was made by the cooperation between the artist and the local communities. И каждый этот рисунок был сделан вместе с местными жителями, то есть с местными сообществами. Each artwork tried to transform in art something that citizens are feeling about their territory. И каждый рисунок пытается трансформировать в искусство чувства жителей о своей территории, о своем районе. So in this general contest, Paratissima was born. И из вот этих всех событий была рождена Paratissima. So we were not alone or some kind of pioneer, but we were working in a contest, in an urban contest, very busy and very animated. То есть Paratissima не что-то уникальное, она развивалась параллельно с аналогичными проектами, и работают они вместе параллельно. Yeah, because nothing is going well in cultural managing, in cultural project, if there is no territories supporting them. И Тольятти говорит о том, что ничто в культурном... Да. Ну, в принципе, никакого развития происходит, если территории не вовлекаются территории в этом процессе, да? То есть для культурного проекта всегда очень хорошо, когда жители вовлекаются в культурный проект. Без этого вовлечения культурный проект остается сам с собой и не получает поддержки. And I'm sorry, because we are trying to. And Paratissima, the strange name of our project. Why Paratissima? What is Paratissima? Paratissima? Paratissima — это своего рода странное название.
И что же оно значит, и почему это имя? Is the parallel and the parasite event of the main contemporary art fair in Turin, whose name is ARTISSIMA. Это своего рода параллельное направление основного артистического события в Турине, которое называется ARTISSIMA. We wanted to set up an event, an off event of the main event ARTISSIMA, with a lot of difference. Мы хотели создать особенный проект и за рамками этого официального события ARTISSIMA. ARTISSIMA is and was the very institutional event. ARTISSIMA была и есть очень официальным событием. We were a bottom-up event, not institutional, but made by people, normal citizens, working together. И Paratissima, напротив, была неофициальным событием, которое было создано простыми людьми. ARTISSIMA was a contemporary art fair, so open to galleries. ARTISSIMA была открытой ярмаркой искусств для галерей. And its mission is to sell artworks and to put at the very center artworks. И миссия ARTISSIMA продавать искусство. Paratissima is the opposite. We are open only to artists, people, and we want to put at the very center artists, not their artworks. Paratissima, напротив, в центр своего внимания ставит художника, а не его искусство. So we give a break to Damiano so he can drink a glass of water. Okay, we just wanted to show you, even it's written very little, anyway, we'll give you translations, but this is the story of our event. Это история события. We were born in 2005, so you have to imagine that in 2006 we had Olympic Games in Turin. Появилась Paratissima, и в 2006 были Олимпийские игры. For the first edition, we have 7 artists in an apartment of 300 square meters. На первом событии было 7 художников на небольшой территории. Квартире. 300 метров. The first year we organized several little events every 2 months. And so we increased the number of people, or the number of young artists who were involved in our communication. Sorry. No, just to say that at the second edition, so after 1 year, The light straight in the Okay. face. at the second edition we had 300 artists. We had 3,000 square meters, and it was about something like 150 artists and 3,500 visitors. На втором событии уже гораздо больше людей. Это было 3000 квадратных метров, 3500 посетителей и how many artists? It was about something 150. И 150 художников. So, the first year was the last year that we organized the event inside a building. We were in the old jail of the city, and we had about 240 artists. 2007 это последнее событие, которое проходило в здании. Это была заброшенная тюрьма, и участвовало уже 240 артистов и 13 тысяч посетителей. And then, from
2008 until 2011, we had 4 years that we organized the event in a territory, in a district that it's called San Salvario in Turin, and we used to put artists, so put works of artists inside activities, shop, restaurants, cocktail bar, this kind of. С 2008 по 2011 год события начали выноситься на улицу, в бары, в скверы, и это проходило в месте, которое называется Сан-Сальварио, в районе Сан-Сальварио, район Турина. So you have to imagine that the concept was always the same. So we used to send an email to our community and says, okay, we want to make an edition of Paratissima. If you wanted to come and put your canvas on our event, you have to pay just a very little fee. It was something like, at the beginning, €25, something like that. So we have no selection at the beginning. So everybody, every artist can come, choose one places with us, of course, and put his canvas, his work during the event. И участвовать может любой, и тогда, и сейчас. Любой художник может поучаствовать, сделав взнос, тогда это было 25 евро, то есть какая-то организационные расходы. Никакого отбора, любой, кто захочет, может выставиться. И также и сейчас это происходит, то есть все художники. And so now we want to show you one video about one of the last edition in San Salvario. So you have an idea of the event, of course, in a few seconds. But И сейчас будет видео с одного из последних событий в Сан-Сальварио. Non c'è l'audio. No. Ok.